Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать вам вот такую шинку. Это шинка, которую приготовил в пресс-форме из тех запасов мяса, фарша, который у меня скопился в холодильнике. Я сделал такой эксперимент, и вы знаете, неожиданно получил очень замечательный продукт. Посмотрите это видео до конца и узнайте, как очень просто своими руками из того, что было, я слепил вот такую прекрасную шинку. Итак, друзья, готовя дома колбасы, мясные изделия, всегда остается какой-то небольшой остаток фарша или какого-то мяса. И вот такая у меня ситуация, что сегодня я вам покажу, как из этих небольших запасов можно приготовить прекрасный деликатес. Смотрите, у меня есть где-то примерно 600 грамм говяжьего фарша. Вот здесь у меня примерно 600 граммов фарш свиной, это лопатка. И вот такая у меня есть куриная грудка. Значит, я сейчас сделаю предварительный посол, добавлю соль из расчета 2% на вес фарша, нитритный пополам с поваренной, 1 грамм сахара из расчета на килограмм и полграмма аскорбата натрия. Уже поздно, и я завтра утром сделаю уже фарш. То есть сейчас я это все посолю, упакую в пакетики и отправлю в холодильник. У меня там температура 24 градуса, примерно будет 12-14 часов. Грудку я распущу на слайсы, я не буду делать фарш. И вот эти слайсы я тоже посолю и также отправлю в пакетики в холодильник. Что я сделаю завтра? Завтра я пропущу это через мясорубку, вымешу это все. И вот такой вот пресс-форме завтра я приготовлю шинку. Готовить я ее буду по стандартной колбасной технологии в духовке. Это предформа объемом на 2 килограмма. Приобрести такую предформу вы можете в интернет-магазине Крафтстор. В описании к этому видео я оставлю ссылочку, перейдя по которой вы можете сделать заказ и получить скидку 3%, введя промокод FOODCOURT. Интернет-магазин Крафтстор – один из самых больших интернет-магазинов, в котором есть все необходимое для домашнего крафта. Все, что вам потребуется для приготовления в домашних условиях колбас, мясных изделий, деликатесов, вы можете найти в интернет-магазине Крафтстор. Теперь я приступаю к посолу мяса. Я взял говядину, посолочная смесь из расчета 2% на вес мяса, обычная нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6% пополам с поваренной солью и 1,5 грамма сахара на 1 килограмм из расчета веса мяса. Точно таким же образом я посолил фарш свинины. Те же 2% соли, нитритное содержание нитрита натрия 0,6% пополам с обычной поваренной и 1,5 грамма сахара. С учетом того, что у меня говядина и свинина достаточно мелкого помола, я решил куриную грудку распустить на слайсы. Вот такие вот слайсы толщиной там 2-3 до 4 миллиметров. Тонкими полосками я нарезаю ножом и потом все это буду вмешивать в фарш. Солить куриную грудку я буду точно таким же составом подсолнечной смеси. 2% соли, нитритной пополам с поваренной, из расчета вот на этот вес куриной грудки.
Ну вот и все. Мясо посолил, в пакетике убрал в холодильник до утра. Вот что я еще раз добыл у себя в закромах. Это свиная шкурка. Я покупаю свиную грудину, иногда готовлю шпондер. У меня на канале есть рецепты свиной грудинки. И снимая иногда шкурку, я ее просто заморозил, она лежала в холодильнике. И вот теперь я хочу сделать такую выкройку. То есть фарш я буду помещать в форму, в пресс-форму. И снизу и сверху я хочу сделать такие накладки из свиной шкурки. Я ее предварительно отварю. И вот в таком виде у меня будет готовиться это изделие. Шкурку я буду варить на медленном огне часа 2-2,5, практически до полной готовности в слегка подсоленной воде. После того, как она будет отварена, я ее беру в холодильник до завтра. Итак, друзья, прошло 12 часов, утром следующего дня я слегка подморозил соленый уже фарш. Теперь подрежу его под мясорубку и пропущу еще раз через решетку с отверстием 5 миллиметров. Вот такого размера примерно я нарезал фарш, для того, чтобы пропустить его через приемник мясорубки. Я всегда работаю с подмороженным фаршем. Это позволяет мне избежать буленно-жирового отека. Говядину пропускаю на решетке с диаметром 3 мм. Вот так я решил подготовить основу фарша. Такую однородную, плотную. Я не знаю, что у меня получится с рисунком. Но именно вот в такой мелкий помол я буду вмешивать уже слайсы куриной грудки. Свинину я перекручу на решетке с диаметром отверстия 5 мм. Значит, фарш переместил в чашу 5-литрового миксера. Это обычный домашний тестомес. Вот такая вот планетарная насадка. И вот такую еще буду насадку использовать, крюк. Значит, буду вносить специи. Из расчета перец черный молотый 1 грамм на килограмм, перец белый молотый 1 грамм, кардамон 1 грамм, сухой чеснок и паприка сладкая, подкопченая по 2 грамма, мускат, имбирь и кардамон по полграмма на килограмм. И плюс здесь 2,5 грамма пищевого фосфата для удержания влаги. Вот так вот же прямо буду сюда вносить. И здесь у меня ледяная вода, прямо такая подмерзшая. Буду добавлять 10%. 1800 грамм у меня, здесь около 200 грамм ледяной подмороженной воды. Вымешиваю в тестомесе я примерно 5-7 минут на средних оборотах.
У меня есть такая цель получить однородную, такую ровную консистенцию фарша. Вот посмотрите. Для того, чтобы руками вымесить вот такую консистенцию, ну, потребуется 20-25 минут. Однородная пластичная масса, хорошо выбит мясной белок. Я думаю, что консистенция шинки будет плотная, ровная. И теперь я еще несколько минут все это взобью крюком. Ну вот, посмотрите, друзья, вот примерно такую консистенцию я хотел получить. Посмотрим, как это будет выглядеть в пресс-форме после тепловой обработки. Вот теперь на этом этапе я буду вмешивать слайсы куриной грудки в мясную основу, вот тот фарш, который я тщательно вымесил планетарным миксером. Слайсы куриной грудки просолились, я их слегка подморозил. Очень важно соблюдать температурный режим при составлении фарша. Он не должен превышать максимум 8, максимум 10, это уже предел. Я стараюсь работать с фаршем, с мясом при температуре 4, максимум 6 градусов. Это гарантия того, что изделие получится замечательного качества и не будет бульонно-жирового отека. Конечно, при вымешивании фарш нагревается, и теперь очень важный ответственный момент – это контроль температуры. Но, в принципе, с температурой у меня сегодня все в порядке. 2,5 градуса – это нормально. Но теперь я приступаю к упаковке пресс-формы. Но прежде всего мне необходимо сделать выкройку. Партнерск у меня еще, конечно, тот, но вот как-то так я аккуратненько буду с этим справляться. Шкурку я вчера отварил свиную практически до полной готовности. Она мягкая такая, легко режется, податливая. Тут немножко она у меня развалилась при варке, но ничего страшного. Сейчас мы ее подровняем, подрежем, и будет она в основе этого изделия на дне пресс-формы прекрасно себя чувствовать. Ну вот теперь все готово, и можно приступать к наполнению пресс-формы. В качестве оболочки я использую вот такую целлюлозную бумагу, пленку. Это натуральная целлюлоза, она изготавливается из хлопка. Очень удобно в работе. Сейчас я отрежу необходимый размер, мне кусок этой пленки, слегка смочу водой, и она прекрасно принимает форму. Такую целлюлозную пленку вы можете найти на сайте интернет-магазина Крафтстор, где есть все необходимое для производства домашних колбас и мясных деликатесов. В текстовом описании под этим видео я оставлю ссылочку на интернет-магазин Крафтстор. Вы можете перейти и сделать заказ и получить 3% скидку, независимо от суммы и ассортимента вашего заказа, используя промокод FOODCOURT. Выстелив пресс-форму целлюлозной пленкой, теперь на дно я помещаю свиную шкурку.
Ну теперь начинаю выкладывать фарш. Стараюсь выкладывать его плотно, таким образом, чтобы там не оставались пузырьки воздуха. Фарша у меня было ровно 1 килограмм 800 грамм. Объем этой формы заявленный 2 килограмма. Но в принципе вот кило 800 у меня вошло вот прямо впритык. Сверху я укладываю снова свиную шкурку. Все это накрываю целлюлозной пленкой. И теперь я зажимаю всю эту конструкцию запирающей крышкой. Получилось очень жестко. На первый уровень защелки мне удалось это все поставить. Но вот в таком виде теперь я это все отправлю на тепловую обработку. На первом этапе я поместил пресс-форму в духовку, вставил щуп термометра и примерно на 30 градусах в течение 40 минут я дал этому изделию отеплиться. Фарш был достаточно холодный, и прежде чем приступить к тепловой обработке, я провел отепление. Затем я поместил щуп термометра выносного для того, чтобы контролировать температуру в духовке, и провел тепловую обработку при температуре 80 градусов в духовке до 68-69 внутри. На это мне ушло примерно 90 минут. Через 1,5 часа примерно я убрал пресс-форму из духовки, поместил в холодную проточную воду, провел режим тушевания, то есть резко необходимо сбросить температуру с 70 градусов до 32-36. Эта процедура позволяет увеличить сроки хранения изделия, и после охлаждения я отправил все это в холодильник на стабилизацию на 12 часов, ну и будем смотреть, что получилось в результате. Итак, друзья, утро следующего дня. Пресс-форма шинка провела в холодильнике при температуре где-то 2-4 градуса плюс 12-14 часов. Температура, смотрите, там практически не выше 4 градусов. Ну и теперь проведем вскрытие. Посмотрим, что же у нас получилось в результате этого эксперимента. Слепил я это изделие из того, что было в холодильнике. Ничего не должно пропасть даром. Вот чем хороша эта форма. Снимаются боковые стенки. Очень просто извлекается изделие. Никакого бульонного отека, посмотрите, сплошной монолит. Целлюлозная пленка отходит прекрасно. Отличный материал. Именно для работы с пресс-формой. Посмотрите, друзья, какой прекрасный благородный цвет. Ну, портной из меня вроде ничего получился, шов практически незаметен. Но теперь надо его разрезать. Самый приятный, ответственный момент.
При разрезе так плотная такая консистенция. Ну вот такая вот структура. В принципе, не очень то, что я бы хотел видеть на срезе, но тем не менее куриная грудка четко прорисовалась. Упругая плотная консистенция. Настоящая шинка. А почему нет? Я не знаю, что вы делаете с остатками мяса и фарша, которые у вас иногда бывают в холодильнике. Вот я решил изготовить такую красоту. Предформа отработала она отлично. Но теперь нужно попробовать. Не, ну конечно, да. Специи такие яркие, аромат. Так, один кусочек у меня подхватили. Ну что я вам скажу, друзья. Такой рецепт имеет право на жизнь. Вполне можно перекусывать, нарезать на бутерброд и наслаждаться. Шкурка так прикольно, конечно, вписалась в эту тему. Такая себе оболочка. Но тем не менее, я считаю, что усилия были приложены не зря. Все получилось отлично. Друзья, если вам понравился такой вариант шинки, 3 мяса, свиная шкурка, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал Food Court, жмите на колокольчик, оставайтесь на канале, получайте первыми уведомления о всех новых рецептах. До новых встреч, дорогие друзья!